Друзья, всем привет! Мы на канале Moments of History. У нас как бы ролики закончились, старые. Мы немножечко решили поменять подход. Потом напишите, кстати, насколько вам понравился новый такой подход, немного новая трансляция материала. Вот. Мы подумали помимо этого, что надо немножечко разнообразить наши социальные сети. Тоже можете, подписавшись, посмотреть на изменения. И мы подумали, слушайте, а что бы такого вот более современного нам взять именно для вот первого такого выпуска? И мы, подумав, решили, что нужен какой-то человек, которого все знают. Человек, который, не то чтобы, может быть, всем нравится, но, по крайней мере, о нем слышал каждый в России точно. И поэтому у нас сегодня история Виктора Цоя. Устраиваемся поудобней. Поехали. Виктор Робертович Цой родился в 1962 году. На всякий случай, для тех, кто не особо искушен в истории, у нас тогда в Советском Союзе правил Хрущев. Люди еще до сих пор сажали кукурузу, и было немного такое более-менее свободное время, но именно рост карьерный, рост вообще личностный Виктора Цоя пришелся уже на время Брежнева, на время, когда у нас начинается стабильность, но при этом возрастает цензура. Инженер корейского происхождения и учительница физкультуры. Угадайте, что у них было общего? Так уж получилось, сошлись так карты, что как раз-таки благодаря их союзу появился Виктор Цой. Между прочим, именно его внешность, она больше от дедушки, который, на секундочку, кореец, живший в Казахстане, переехавший в Россию. Единственный ребенок в семье. Виктор Цой был любим, при этом у его родителей все равно были проблемы, они даже развелись на целый год, потом, правда, сошлись обратно, но это не помешало вложиться в ребенка по полной, он любил заниматься всем, он был очень творческим с самого детства, и читал, и рисовал, и, в общем, что только не делал, но, конечно, его любовь – это музыка. Виктор Цой ходил в обычную общеобразовательную школу в Ленинграде, а при этом он еще посещал художественную школу. И у него был реальный талант, все учителя достаточно тепло о нем отзывались, но было замечено одно очень важное такое уточнение. Если ему что-то не нравилось, он этого, практически невозможно было его заставить это делать. Кстати, кроме его увлечения еще и художественной культурой, скажем так, он еще увлекался Брюсом Ли. И карате, вот это все. И, собственно, он повторял движения за Брюсом Ли. Ему, конечно, в фильме с ним сняться было бы круто. Учитывая, что Цой, в принципе, в фильмах снимался, но об этом мы скажем попозже. В 1978 году он учится в училище имени Серова. А я вам напоминаю, что это брежневское время, это конец 70-х, там уже прям совсем стагнация, там уже совсем прям такая цензура одолела, скажем так. И угадайте, что заставляют рисовать? Советские агитационные плакаты. А Цой все-таки это такая творческая достаточно личность, очень свободолюбивая, и, конечно, он это избегает всячески, не делает. Поэтому что? За неуспеваемость он очень скоро отчислен. Но главное, что увлекает Цоя, это музыка. И в начале 80-х он будет уже достаточно известным, в принципе, музыкантом в определенных кругах. Правда, в 83-м году ему придется прервать свою музыкальную карьеру, скажем так, ради того, чтобы решить вопрос с армией. Чтобы не пойти в армию, он пошел на очень такой нехороший шаг. Он ложится в клинику, потому что он симулировал попытку суицида. И 1,5 месяца он провел в клинике, чтобы не пойти в армию. Вообще, ради музыки Цою приходилось, как и многим, на самом деле, нести большие жертвы. Например, был в Советском Союзе такой закон о тунеядстве, что если ты не работаешь, то, значит, ты нарушаешь закон, поэтому надо всем работать. Если нет, то будет наказание. И чтобы, в общем-то, не нарушать этот закон, приходилось работать где угодно. Значит, первым местом, где Цой будет работать в 1986 году, станет баня, где он будет убираться. При том, что убираться там всего час, но это было вечернее время. А вечернее время для музыканта это что? Это тусовки. Поэтому пропускать тусовки, в общем, не очень хотелось, и его в этом же году устраивают в другое место, в котельную Камчатка.
Сергей Фирсов приглашает Цоя в эту котельную уголь кидать, вот, при том, что эта котельная будет очень известна. Там будут многие музыканты в разное время, значит, работать. Там будут постоянно проходить какие-то такие неофициальные концертики, вот, ну и как бы Цой это устраивал, он вроде как кочегарит, при этом у него много свободного времени, при этом почему бы не заниматься музыкой, и в общем все хорошо. А самое интересное, знаете что, немного вот до этого времени он пишет песню «Камчатка», как это ни странно. В личной жизни Виктора Цоя было все, в принципе, первое время достаточно хорошо. Он знакомится в 1982 году с Марьяной Игоревной Радованской. У них будет один ребенок, сын Александр. Ну и, в общем, брак будет сначала достаточно успешным, счастливым, при том, что она станет еще и костюмером, она станет еще и это самое, как его, лицо рисовать будет, я забыл, как это называется, да. Я каюсь, я забыл, как это называется. Капец. Гримером, господи, гримером. Вот, еще администратором группы она, безусловно, будет. Вот. В 1987 году, правда, пара разошлась, официально развод никто не оформил, вот, но последней его спутницей будет переводчица Наталья Разлогова, с которой он вот будет жить до самой своей смерти. Виктор Цой погибнет в 1990 году на трассе в Латвии, где он будет записывать, готовить к записи новый альбом. Версии есть разные. Официальная версия, что он ехал в своей машине, уснул и, выехав на встречку, врезался в автобус и погиб. До сих пор спорят, какая версия там может быть еще. Утверждают, что уснуть за рулем он точно не мог. Это все музыка виновата, музыка его отвлекла. Была очень популярна версия про то, что он, значит, кассету переворачивал, значит, другой стороной, чтобы послушать демку того, что он записал. И типа это его отвлекло. В общем, версий много разных. Официальная все-таки, да, что он уснул за рулем и въехал в автобус. Понятное дело, что версии про убийство или самоубийство это, наверное, абсурд, учитывая популярность Цоя, насколько он был популярен в кругах. Да, в принципе, до сих пор он популярен, все его знают, песни его играют, поют. Стены Цоя не только в России же существуют, и люди приходят туда, значит, и отдают дань уважения этому музыканту. Ну и, собственно, без музыки говорить о Цое, ну, как-то неправильно, поэтому музыка. Музыкальная карьера Цоя начинается еще в школе, он еще в школе, значит, играет на гитаре, там поет, при том, что изначально играть он вообще не умел, и первый коллектив, который у него будет, там ему, в общем-то, бас-гитару подгонят, думая, что, ну, типа, 4 струны, значит, проще играть. Коллектив школьный назывался «Палата номер 6», вот, и играли они в основном Оззи Осборна, Black Sabbath, все дела. Вот, как из этого потом родился Цой, это хороший вопрос, вот, но одобряю. В конце 70-х Цой знакомится с творческими ребятами из Ленинградского рок-клуба, знакомится со многими разными персонажами, в том числе с Майком Науменко, лидером группы «Зоопарк». Кстати говоря, про Майка Науменко есть замечательный фильм «Лето». Вышел он так относительно недавно. Всем советую. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Ага. Кстати говоря, это не реклама, а то все мне говорят, что это реклама. Но мне не платили за рекламу, поэтому это не реклама. Просто классный фильм. Для нашего кино классный фильм. Значит, до того, как появилась группа кино, названий у коллективов Цоя было много разных. К концу 70-х годов, в общем, в Ленинградском рок-клубе начинается вот эта тусовка, и туда начинает попадать Цой. При этом, как бы, он еще ездит в Москву и был ездить очень сложно, и вот однажды, значит, по пути в Москву с ним знакомится Борис Гребенщиков. А Борис Гребенщиков — это группа «Аквариум», это светило русского рока. И именно благодаря Борису Гребенщикову у Цоя на первых порах будет много получаться, и записи альбомов, и концерты, и это как бы
такой вот факт. Летом 1981 года Цой со своими товарищами создает группу «Гарин и Гиперболоиды». Осенью коллектив становится членом Ленинградского рок-клуба, ну а потом группа меняет название на знакомое нам всем «Кино». Поменяв название, сразу ребята устремляются куда? Писать новый альбом. Ну как новый? Первый. Первый альбом предоставляет такую возможность им Борис Гребенщиков. Говорит, вот студия есть, ребятки, сходите туда, напишите, в общем, все дела. Первый альбом будет называться «45», потому что песни все вместе длились 45 минут. Вот так. Естественно, концерты тоже никто не отменял, концерты продолжаются. Группа «Кино» играет свой первый такой электрический концерт с электрогитарами и все дела в Ленинградском рок-клубе под драм-машину, потому что барабанщика пока еще не было. Но там как бы партии на самом деле не такие уж и сложные. Можно, в принципе, было и без барабанщика. Я как барабанщик знаю и утверждаю, что песни группы «Кино» можно сыграть и стоя, как они, собственно, играли. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. На самом деле с творчеством Цоя связано очень много разных историй. Ну, например, некоторые песни, некоторые демо-записи, которые планировались, например, Цоем забраковывались, и он их просто не брал. Еще, например, первый его квартирник, который проходил в Киеве, тоже такой интересный факт, значит, он проводил его рядом с прокуратурой, вот, прокурору, в общем-то, не понравилось, он услышал, пришел, и Цоя депортировали в Россию. В 1983 году уже группа «Кино» достаточно известна, начинаются, значит, совместные концерты, в том числе с группой «Аквариум», Борис Гребенщиков, как бы, естественно, и начинается запись нового альбома. 46, при том, что изначально это планировалась такая демочка, но она стала расползаться, и такие типа, да, пусть это будет альбом. После выписки, значит, 84 год, это тоже активные концерты, это начало записи нового альбома, и именно с 84 года формируется окончательный такой самый стабильный состав группы «Кино», который и будет дарить всем, значит, любимую музыку и любимые песни. Сейчас будет рэп. Нет, ты мне делать Нет, громче. потом уже Играй, идет- еще какой ты? Откуда я знаю, какую? Начинается все-таки с рэп, ты же сказал СМИ. Индийская часть? Нет, потом, вторая индийская часть. Да, с ре, конечно. Ре, Конечно, потом опять ми, ре, фа, ре. ми, фа, фа диез, ре, ми. Записи альбомов у группы «Кино» будут идти прямо один за одним. 84-й, 85-й, там даже придется, когда прерваться, Цой запишет свой такой альбомчик. Вот, это не любовь. И дальше, значит, альбом за альбомом, потом альбом «Группа Крови». И, в общем, много-много известных хитовых песен, которые вы, я думаю, что все и так знаете. При этом в 86 году у него начинается еще и кинокарьера. Кстати, Виктор Цой снялся в очень многих фильмах. И, кстати говоря, даже премию как лучший актер получил, между прочим, человек, который профессиональным актером не является. Учитесь. Я же говорю, талантливый человек, талантлив во всем. Фильмов с Виктором Цоем будет много. Самые известные из них это «Игла» и «Асса». Значит, два фильма, где он прям супер крут, где есть песни группы «Кино». Вот. При этом, конечно, все-таки музыка оставалась для него главным. И в 1987 году состоялся еще один супер совместный концерт. К группе «Аквариум» и «Кино» еще присоединилась группа «Алиса». Про Константина Кинчева, я думаю, что мы как-нибудь тоже снимем рок-выпуск. 88 год. Здесь альбом «Звезда по имени Солнце» и песня «Звезда по имени Солнце», которая замечательно известна. Кстати говоря, еще один интересный факт. В этой песне был еще один куплет, которого сейчас нет. Он был немного такой политизированный и по понятной причине. Все-таки у нас еще даже в 88 году все равно еще оставалась цензура, несмотря на перестройку. Вот, поэтому как бы некоторые вещи было не особо можно петь. 89 год и начало пика группы «Кино». У них продюсер
теперь Юрий Айзеншпис, и он начинает вкладываться в группы кино, гастроли, концерты. Между прочим, кино будет еще и даже в Европе выступать, причем и во Франции в том числе. То есть, ну, не только всесоюзный как бы уровень, да, но еще и как бы зарубежный, причем не там восточная где-то Европа, там типа всякие Польши, а западная Европа. Кстати говоря, именно во Франции в 89 году будет записан альбом «Последний герой». Ну, вы прикиньте, в 89 году в Советском Союзе группа записывает альбом во Франции. А в 90-м состоялся последний концерт группы кино, большой концерт в Лужниках, где ради этого, вы подумайте только, ради этого зажгли олимпийский огонь ради выступления группы кино. Ну, а последний альбом, черный альбом, вышел уже после гибели Цоя. Ну, собственно, поэтому такое название и получил. Виктор Цой. Талант, гений, музыкальное светило, я не знаю, как еще назвать. Человек безмерно талантливый, при этом застенчивый, не агрессивный и такой достаточно спокойный. Он подарил нам много известных композиций, он подарил нам возможность играть песенки во дворе, он подарил нам возможность по-новому взглянуть на музыку, на тексты песен. И, в общем-то, Виктор Цой — это человек, который заслуживает внимания. А еще заслуживает внимания ваша подписка на социальные сети, которых у нас много. На YouTube-канал обязательно жмите подписаться, ждите новые ролики, они будут классными. И уже, кстати, скоро будут новые ролики. Ну а в завершении группа Крови. На рукаве мой порядковый номер. На рукаве пожелай мне удачи в бою.